Приветствую всех, друзья! С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я хочу предложить вам общий расклад Таро. Почему он возвращается в вашу жизнь? Причем вы можете посмотреть с точки зрения, почему это происходит периодически. Ну, допустим, он уходит и приходит. Да? Или с точки зрения... вообще, человек как бы хочет вернуться или может вернуться по какой-то причине и так далее. То есть вот с этой точки зрения мы и посмотрим, а дальше мы посмотрим вытекающие отсюда вопросы, но я их не заготавливал, да, будем исходить из ситуации, которая у вас происходит. Ну и будем делать такие потоковые, открывать какие-то потоковые, да, моменты, обращать на них внимание и будем смотреть вот эти причины и следствия, да, и что потом, да, есть ли у вас будущее, там, любит, не любит, что думает, что чувствует, ну вот в таком стиле, планы, все главные вопросы на сегодня. Поэтому вот настраивайтесь на свою ситуацию, на поток, на себя, на своего загаданного мужчину или женщину, пусть это может быть женщина у вас. Ну и давайте попробуем посмотреть, что вообще происходит и разобраться. Так, здесь есть котел, и в вашей ситуации, скорее всего, участвуете не только вы и он, но еще и кто-то еще третий. Например, коллектив, семья, там соперник, соперница. То есть есть группа лиц. То есть это ситуация более-менее такая, знаете, как групповая. Да? То есть, и я вам так скажу, варитесь вы в этом процессе уже, может быть, и не 2 года, и может быть и не 5 лет, да? А может даже все 7, да. То есть это уже такой, как минимум, больше 2 лет это длится. Почему-то у меня такой идет момент. Ну, 2-3 года вот такой. Дальше что тут еще происходит? Ой, ребес. Это высшая стадия алхимического объединения. И котел это тоже объединение. Но такое ощущение, что у меня такое ощущение, что вы никогда и не расходились, и не разлучались, да. По сути, как бы этот партнер не уходил от вас, он все равно был рядом с вами, да, вот как будто бы вы не разлей вода или единое целое, и ну, я не скажу, что, ну, может быть, и тут и родственные души, но тут больше такое с точки зрения физики, физического какого-то состояния вы ну, вы одно и то же. Давайте так скажем, да. Одно и то же. И может быть даже у меня вот сейчас еще дополнительно 2 карты эти пересекаются. Тут вот ключевые цифры 25 и 48, да. Ну вот. Вы как будто бы и ранее, да, там в молодости и в зрелости вместе, да. Ну, может быть, вы действительно родственные души, но здесь не о душах все-таки, а о какой-то высшей силе, может быть слегка темного характера, но пока тут явно выраженного акцента на какую-то чернуху нету, но оно как будто бы, знаете, вас объединяет нечто темное. Ну, это уже такое, да, вы смотрите у себя, это я как бы такое свое что-то даю, тут оно это может быть, да? Ну, учитывая котел и ребес. Ну, давайте дальше. Я так подозреваю, что он, скорее всего, ваш партнер, страдает очень сильно. Но вы сами можете понять, кто страдает, вы или он. Это раненый человек. Как минимум кто-то сильно ранен, да, ну и может быть какой-то физически раненый человек пытается, да, или получил ранение, да, там ножевое, осколочное или там
процессе жизни, там какую-то травму, профессиональную травму получил, да, то есть человек, ну, как минимум, кровоточит, да, вот кровоточит. Вот, и, может, вы его любите, да, а он попал в какую-то очень хорошую, нехорошую, да, нехорошую ситуацию. Ну, хотелось бы, чтобы в хорошую, но вот, судя по картам, в центре прям раненый человек. Эта карта часто указывает как бы на десятку мечей, то есть он как может быть на границе такой жизни и смерти даже может быть. Смотрите, ваша часть или ваша половина или часть вашего единого целого понесла наказание. Но и этот человек тоже несет наказание. То есть он израненный, да, то есть он как минимум физически страдает. Видите, я вот вам говорил, что это физическое соединение, это физическое страдание. Вот он наказан, этот человек. И вот о высших силах, может быть, его высшие силы вот таким вот образом и наказывают за то, что вот он как бы, ну, может быть, там играл со спичками, да, с огнем играл, подносил огонь к выхлопной трубе, да, и поджигал что-то, да. Ну, здесь это я немножко так вас немножечко разряжаю, да, разбодряю. Но здесь она, видите, из этого демона прет газ, да, на полную, и он горит, а она пытается его заткнуть, да. И непонятно, кто кого наказывает. Этот демон ее или она его. Понимаете? Я вот даже так думаю, что она думает, что она его наказывает, затыкая ему этот газ, да, а демон такой: так это я тебя наказал, да, вот сейчас я тебе все твои брови и обпалю, да, или реснички, которые ты там вставила недавно, да, ну так. Но тем не менее, да, это такое лирическое отступление в ваших пикантных подробностях, да, наказания, кто кого наказывает. Но я так понимаю, что высшие силы наказывают как минимум его жестко физически. Ну а вам, понимаете, вот у меня этот котел не выходит из головы. Почему он тут? Я так понимаю, вам до слез больно наблюдать за всем этим процессом. Что еще происходит? Серафим. Серафим просто так не появляется. Серафим — это всегда ангел, архангел, ангел или явление, давайте так скажем, огненное и очищающее. По сути, вот то, что происходит между вами, благодаря, ну как благодаря, благодаря. Может быть, вы благо не дарили, или он благо не дарил, да, то есть вот не было благодарности. И вот благодаря катарсису мощнейшему этот человек вновь появляется в вашем поле. Или он страдает физически, его бьет жизнь, ранит жизнь, он попадает в какие-то там аварии, приключения, там, ну, может быть, даже там ограничен в свободе вот по этой карте. Это ограничение свободы иногда. Потому что вот это вот объединение и удержание, а здесь боль. То есть человек вот в боли, и он никак не может очиститься, но это его как бы постоянно очищает. Этой болью. А вы вот, он физической болью по сути очищается, а вы очищаетесь эмоционально, да, вот именно катарсис. У него катарсис физический, а у вас душевный, да. По сути, ангел тут есть, и он как будто бы, знаете, перерождается, что ли, или пытается переродиться. И вот это вот событие, которое вот у вас должно произойти вот-вот, или вот уже происходит, это вот явление ангела на самом деле, Серафима, который огнем отжигает это все. Не знаю, может, вы его выжигаете, там как-то выпаливаете свечами. Ну, обычно свечами жгут. Ну, можно жечь чем угодно, в принципе. Да, можно там дровами жечь.
Но здесь что-то очищается у вас. Давайте посмотрим, а что дух скажет. Делаете ли вы акцент на эту карту? Напишите мне. Любите ли вы подсказки духом? Я очень люблю их. То, что я вам говорил, это о вас. Вот эта вот карта, это ваше душевное страдание. И оно, знаете, как то, что я говорил, дух говорит, вы доведены до отчаяния, да, вот уже прямо как бы и меланхолия, она как бы подталкивает часто к каким-то дурным поступкам. Ну, такое, карта плохая. Глядя, как он страдает физически, вы страдаете душевно, доводите себя до состояния даже, она может доводить до самого плохого, но давайте назовем это пока что депрессией. Пока что, ну пусть так. Но вам могут видеться черти, чертики, вот они, демоны всякие, да, и может что-то казаться. Знаете, вот у меня сейчас приходит послание Серафима вам. Не читайте пока какой-то информации от него. Попробуйте пока не контактировать или меньше переписывайтесь. Переписка здесь, видите, письмо какое-то. Вам его нужно не читать, но для того, чтобы вам не было хуже от этого. Окей? Вы меня услышали? Напишите, пожалуйста, дошло ли до вас вот это послание духа о том, что это лучше не читать от него, да, не переписку эту, или сократить общение. Может быть, вам будет меньше болеть душа, а у него меньше будет болеть физическое тело, потому что действительно здесь и как бы и по попе бьют, и прям стрелы вставляют. Да? Окей. Не очень веселый пока расклад, но зачем-то он приходит. Давайте посмотрим, что вас объединяет. Пока что котел всегда объединение. Ой, объединяет вас одна из самых не лучших карт, это хаос. Но, знаете, есть такая китайская мудрость, да. Не дай бог тебе жить в век или в период больших перемен и войн, да, войны. Вас объединяет хаос. И я вам так скажу, то, что вас объединяет, влиять вы на это не можете. Вот постоянно вас объединяют обстоятельства. По Редису, Редис это окончательный контроль хаоса, по сути, да. А то, что вас объединяет, контролировать практически невозможно, да, но вы стремитесь это делать, окей. А нужно ли вам, сейчас подсказка, нужно ли вам стремиться к объединению, ну вот на здесь и сейчас, в этой ситуации, да, пока, там потом погадаете, ну вот что карты скажут, нужно ли вам стремиться к объединению или нет. Да, но не торопиться. Гомункул медленная карта, и из этого что-то может вырасти, но гомункул это, знаете, как из химических элементов вырастить что-то живое. Да, но не быстро. Да, но не быстро. И я вам так скажу, еще здесь могут быть замешаны дети, участвовать дети, и дети могут влиять на ваше объединение, могут влиять. Но контролировать этот процесс или манипулировать детьми вы не сможете. Так скажем. Давайте просто спросим, что с этим раненым человеком прямо сейчас. Что с этим раненым человеком прямо сейчас? Вот просто захотелось именно этот вопрос задать, потому что, ну, тут уж прям... Ой, ну здесь цамеры, да, вот, это авторы этой колоды, как бы, ну, братья цамеры. И это раздвоение, то есть этот человек как бы умножен на 2, да, умножен на 2, раздвоился, так сказать. Я вам так скажу. Не буду ничего плохого говорить. Я скажу так, что этот человек контролируемый темной силой.
он двойственен и пребывает в не лучшем состоянии. И вот это объединение, видите, а тут слияние сиамских близнецов, это говорит, что его контролирует темная сила, и если это происходит на физическом уровне, то он в не лучшей форме вообще как таковой, да. То есть каждый из вас пусть примеряет эту карту под свои обстоятельства. Я вам ее покажу ближе немножко, вы ее можете увидеть вот так, да. И здесь, знаете, такое ощущение, что я вот сейчас скажу вот максимально подходящее ко всем ситуациям. Этот человек наслаждается где-то теми жертвами, которые он создал. Видите, вот здесь под ногами перья, да, перья и птицы лежат, и птицы, они попранные ногами, да, поэтому он, по сути, наслаждается как бы или находится в апогее результата тех недобрых дел, которые он создал. Но он еще под властью той темной силы, которая им управляет. Ну, вот так пока что. Хорошо, нужно ли вам его наказывать? Как вам с ним поступать? Давайте вот прямо спросим, как вам с ним поступать, с этим человеком? Как вам с ним поступать? Тут два варианта. Либо вам избавиться от него, либо простить и сделать все, чтобы он не пропал. То есть тут уже вот на этой ноте, да, вы можете поставить на паузу и напишите мне. Для меня карта избавления – это избавление от этого человека. Я сделаю так, или я так уже поступил или поступила. Да? Услышали? Я думаю, что вы понимаете, о чем здесь речь, да, и вы сможете сами, да, вот как бы, разобраться, что ли, да, очищать этого ребенка, спасать этого ребенка, да, или избавляться от него. Здесь вообще избавление ребенка от страдания, да. Но это слово избавиться, да, поэтому для него, может быть, самым главным наказанием это избавиться от него за его там двойственность, двуличие, жестокость, нечестность, темность, да, или там хитрость, обманы, там что угодно. Здесь вообще, видите, ребенок, и может быть что-то с ребенком еще связано здесь каким-то образом, что он там причинял боль ребенку, причинял боль вам как ребенку, да, вот такое. Может это, кстати, может быть еще и отец и брат, вот такое. Имейте в виду, что тут близнецы, какое-то что-то родственное, и котел это родственники могут быть. Окей, избавление, да, то есть для него наказание, как минимум, может быть избавлением. А нужно ли его наказывать? Вот все-таки я вам так скажу. Все зависит от вашего решения. Глядя на эту карту, видите, пусть эта карта станет ключом к тому, будете ли вы его спасать. Или так и бросите его гореть в огне. Видите, он уже горит, как бы, да? У него начался пожар. И его еще как бы можно затушить. Но зависит от вас. Избавите ли вы его из этой лавы или окунете в эту лаву, чтобы он сгорел в объятиях пылающего Серафима. Серафим являет нам ведьму. Являет ведьму. Что такое явить ведьму? Да? Это явить знания. Эта ведьма, кстати, укрощает дьявола. И, открыв эту карту, я вам хочу дать совет. Попробуйте его спасти. Как вы это будете делать?
Возможно, придет время, и какая-то женщина вам откроет это знание. Возможно, ваш Серафим откроет вам это знание. Возможно, ваша внутренняя женщина откроет это знание. Вообще, в этой колоде ведьма это... Ой, видите, она прыгающая еще. Что это за... Что за скачащая, скакающая ведьма, да? Что это за такая ведьма стрибающая, да? А это, видите, она укращает демона. Здесь этого человека, ну, скорее всего, это мужчина все-таки, да? Укротит женщина в конечном итоге. Или демона, который в нем живет, укротит эта женщина. Укротит женщина. И она его погасит, этот огонь. Поэтому я все-таки эту карту избавления, это избавить его от этого демона. Демона, где он двойственен, да, то есть это целостность, обрести целостность, понимаете? То есть когда человек диссоциирован на мелкие части, да, то есть это, ну, это не есть ни плохо, ни хорошо, это часто деструктивно, да, вот так. Ну, в этом случае это не очень хорошо. Окей. То есть смотрите, Серафим, и что это за Серафим, да, это явление женской магии по сути. И для какой-то женщины это будет избавление, а для какой-то женщины это будет сатисфакция наказанием этого человека за боль и страдания, которые он мог принести. Вот это и происходит сейчас. И женщина сейчас, скорее всего, начинает понимать, что с ним происходит. Этот расклад, он больше, получается, он начинается как бы с материи, ну, с материального, да, с обыденного, не с мистического, эзотерического, и переходит в разряд такой, знаете, как кармы, судьбы, да, эзотерики, магии, мистики. Вот она, ведьма и Серафим. То есть, чем дальше эти отношения будут развиваться, тем больше в них будет мистики, огня, колдовства и невероятных событий. Хорошо, давайте посмотрим. Меланхолия. Давайте спросим духа. После меланхолии, что здесь будет? Да, ну, с вами или с ним, то вы уже настраиваетесь на себя. Если у вас меланхолии нет, значит у него. А у него там может быть и меланхолия в том числе. Ну, смотрите, пьяница это всегда казусы какие-то. То есть это будет неудобное состояние, то есть будет состояние дискомфорта. Как минимум, если это ваша меланхолия, то вы будете в состоянии неадекватности. С точки зрения магии это будет обморочное состояние или состояние похмельного синдрома, да, абстинентного синдрома. И абстинентного синдрома, и вы будете страдать и выходить, как будто бы отходить от меланхолии, как, ну вот кто знает, что такое запой, да, или не запой, а бадун, да, вот, вот так вот. Вы будете как с бадуна, у вас будет болеть голова, тело и душа, то есть оно все болит, да, то есть такое. Но тем не менее это, знаете, это болезнь все-таки, поэтому будете болеть. Ну или если вы не в меланхолии, у вас ок, а плюс у него еще болезнь, меланхолия туда, то он будет болеть, это болезнь. Поэтому, ну, процесс нелегкий. То есть дух говорит, что это, ну, как бы, возможно, это излечимо, да, а излечимо оно огнем здесь прям, да, каленым железом надо выпаливать, шоковой терапией. Но, тем не менее, заслужил этот человек, да. Видите, давайте теперь посмотрим. Вот как вы считаете, вот сейчас можно подытожить пока что первую часть расклада. Как вы считаете, для чего он приходит в вашу жизнь? Для того, чтобы приносить вам страдания? Или для того, чтобы вы видели, как он страдает? Или для того, чтобы приносить вам боль? Или для того, чтобы вы начали как-то его спасать? Вот услышьте. Напишите, что вы именно слышите из этого расклада. Это, в этом и есть сама суть, да, вот поток. Окей? Давайте посмотрим. Вы сможете выйти из этого хаоса отношений, да, вот если он пытается вас вернуть или возвращается в вашу жизнь, да, вы сможете
упорядочить этот хаос. Да, он будет контролируемый, наладится у вас или нет, вот так. Императрица — это материальная карта, да, но как женщине вам, во-первых, нужно, чтобы не снесло, як кажуть українською, не знесло дах, да, не снесло крышу. И да, скорее, да, но вот здесь женщине нужно быть опять сильной, упорной, таким тельцом, да, обладать такой, ну, дюжей энергией. И в этой ситуации вам нужно обладать вот энергией не только руны Феху, да, это там деньги, материальные, да, а еще и я бы сюда добавил бы к руне Феху, можете на запястье тоже, на одно запястье Феху, а на другое запястье руну Урус, она как буква Н рисуется в принципе. Можно на одну Феху, на одно запястье, а на другую Урус. Да, упорядочить хаос здесь получится. Не быстро, опять-таки, это медленные карты, вот здесь все. Но, тем не менее, можно, да? Окей. Может ли здесь быть ребенок? Давайте спросим у карты высших сил. Могут ли в этих отношениях появиться дети вдруг? Ну, потому что тут, во-первых, спасать ребенка, а здесь выращивать, да? Я бы сказал, скорее всего, да, но на все воля высших сил. Карма, колесо фортуны, очень хорошая карта, и я бы сказал, что да, каким-то, может быть, чудесным образом, но, может быть, это усыновленный ребенок, а может быть, это отношение к человеку как к ребенку. Пока что тенденция 13, как бы аркан смерть, да, выпадает суммарно, но это радикальные какие-то перемены должны произойти с этим человеком и в ваших отношениях. Это мы уже смотрим ваши отношения. Хорошо, к чему готовит вас судьба в связи, смотрите, с императрицей и колесом фортуны? Я бы так сказал, что влияние матери на эти отношения стоит ограничить. Ограничьте, пожалуйста. Если вы мама, ограничьте себя туда, да, может вы там на детей смотрите, на своих. Если вы просто участница, то есть мама его, есть мама ваша. Старайтесь побыть как бы в отношениях этих независимо от него и от вас, от родителей. И вот смотрите, 13 что-то должно радикально измениться в связи с вот тут 13, тут 14, а тут буква это Z, да? Давайте здесь посмотрим. К чему готовит судьба? К каким переменам? Ох, десяточка мечей. Все должно закончиться. Видите, 13 как бы смерть, окончание и переход, и полное окончание. Ну тут прям смотрите, ваши отношения на грани жизни и смерти. Вот он возвращается, да, он как бы ни жив, ни мертв получается. И вы идете сюда в таком, ну, тоже страдающем состоянии. Произойдет ли чудо воскрешения? Давайте спросим вот так, да. Ведь у нас выпало 13 здесь аркан, да, и вот здесь 16 как бы после крушения происходит какая-то как реинкарнация. То есть он или вернется в ударе, или его появление введет вас какой-то кататонический шок, да, вот он тут такое шоковое состояние, вы упадете, да, вы точно упадете, можно этот расклад точно так и назвать. Вы точно упадете, он явится на крыльях черного ворона, да, птица. Может быть знаки, и тут тоже птицы, видите, вы видите, если особенно сейчас вы видите знаки, очень много крылатых тут. Тут птица и тут птица, прям очень много птиц. Ну и Серафим это явление птиц такое, да, как крылатое, да, крылатый пылающий ангел, да. Давайте, будет воскрешение или будет уничтожение, да, вот так. Вот, смотрим.
Шут будет воскрешение. Вот я не знаю, какая у вас точная ситуация, вообще расклад все-таки, да, но исходя из потока, да, здесь этот человек, он должен быть воскрешен. И я все-таки вот в этом раскладе в какую-то чистоту верю. Почему? Потому что здесь есть Серафим и добрая ведьма. Поэтому здесь как минимум нужно простить этого человека. Если он жив, простите его. Если он ранен, простите. Если он мертв, простите. То есть в каком бы он состоянии, да, физическом, да, не находился, да, молекулярном, да, атомарном, вот его надо простить. Воскрешение должно быть. Само ваше прощение вот в этой ситуации, оно даст вам возможность регенерироваться. Может быть, даже вас будет выводить из вот этого вот удара какого-то, да, вашего состояния. Потому что ну где-то зеркалит, что сверху, что снизу, да, колесо фортуны, то вы сверху, то он снизу, то он сверху, то вы снизу, да, крутитесь. Поэтому здесь перезагрузка возможна. И поэтому, если вы смотрите с точки зрения конец или пауза, то тут он доведет вас и себя до состояния клинической смерти, потом явится товарищ. Не хочу я товариш це таке. З'явиться пан Серафим, зробить вам цей електричний розряд і реанімує вас. Да? Ну от саме для цього тут і є це колесо фортуни, щоб бахнути вас гарно електричним струмом. Да? Хорошо. Сейчас, знаете, вот что вам надо знать об этих отношениях? Вот это все-таки ведьма, это информация, которая открывается, да? А вот тут информацию какую-то надо было отбросить. Какая-то будет упущена вами информация, а какая-то явится. Вот какая явится информация. Четверка жезлов. Во-первых, все закончится. И начнется светлая полоса, в которой будет гармония и покой. Уют и даже, возможно, жилье образуется какое-то. Дух о вашем болезненном состоянии говорит о тройке кубков. Будет объединение и единение. И вы, знаете, вот как оттолкнетесь от дна, да, вот есть такое понятие упасть на дно стакана, да, или там чашки, или кружки, а потом подняться вверх. У тройки кубков будут светлые дни, и дух вас будет поднимать со дна, да, сам этот расклад может быть направлен уже на то, чтобы вы уже начинали подниматься, выходить из этой меланхолии и, может быть, были готовы к какому-то воодушевлению. То есть потенциально здесь возможен даже брачный союз и семья. Ну, теоретически, да, вот. Если этот человек жив, да, то вот оно как-то там может вот потом со временем, да. Давайте посмотрим, что дает ему, вашему партнеру, это возвращение, что он получает в результате того, что он появляется в вашей жизни. Какая его сатисфакция, кроме где-то единения, перерождения и очищения, да, и прощения. Кроме этого, что он получает? Я вас поздравляю. Вы ангел. И неважно, кто вы, мужчина или женщина, но вот что он получает? Он получает ангела. Может, вы Анжела или Ангела? Ну или ваше имя на А, да? Или на Н, или на Г, или на Е, или на Л. А если ангел слово прочитать назад, то это будет практически слово Лена. Да? Может, вы Елена. Он получает ангела. И действительно, вот он, Серафим. Может, вы Серафим, Серафим, Серафима, или на С ваше имя тоже.
или Сергей, да? Что получаете вы в результате вращения этого колеса фортуны? Что получаете вы? Всадница Пентаклей — стабильность. Возможно, вы наконец-то возьмете этого оленя за рога, и он больше никуда не сможет ускакать. Он останется с вами. Вы сможете его остановить, чтобы он наконец-то помудрел, поумнел и смог таки нести вас на своей спине. Или выносить вас на своей спине и не оставить вас в одиночестве в лютом холоде. Смотрите, 14-й аркан и 10-й. Тут о диссоциации. Сможете ли вы его, вашего партнера, полноценно собрать в кучу? И сможет ли он сам это сделать, да? То есть соберется ли он в единое целое? Дьявол. Придется обращаться к темным. Опять здесь ворон, здесь ворон, здесь ворон. Но я вам так скажу, если вы сможете найти ключи от клетки и посадить ворона в клетку, или посадить темные силы в клетку, тогда, скорее всего, поставив такую цель, дьявол — это цель, может быть, где-то заключив какие-то соглашения, может быть, даже с дьяволом. Здесь все-таки с одной стороны Серафим, а с другой стороны посредник ведьма и темные силы. Где-то между светлым и темным вы сможете добиться результата. И знаете, как есть такое понятие — собрать кукушки, да, кукушки собрать. Вот тут птица, да, собрать всех птиц в единое целое. Это будет очень тяжело, это будет стоить очень серьезных усилий вам, да, средств и сил, да. Но я отвечу да. Дьявол — это результат всегда, и это конечная цель. Как минимум, это цель достижения и какого-то высшего образования, да, дома высшего образования, поэтому да. Да, но это очень серьезное испытание. Что явит вам новые чувства? Какие у него будут новые чувства к вам после вот этих всех наказаний, прощений? Как он будет, какие чувства к вам будет питать? Чувство сожаления, жалости и страдания все равно. То есть, ну, оно и не удивительно, учитывая ту диссоциацию, которую проживет этот человек или проживает сейчас. Это скучать, да, еще страдать, вспоминать. Пятерка кубков — это такое всегда грусть, тоска, душевные какие-то муки. То есть, ну, где-то, может быть, даже он будет и винить себя, и вас. Но больше это пребывать в своем каком-то мучении душевном. Это угрызение совести, я пока что так скажу. Возможно, это будет какой-то период, возможно, это затянется на годы, не знаю, но давайте так скажем, какое чувство у него будет там из первых, это чувство вины и сожаления. Какое чудо явит Серафим и ведьма с бутоном роз, которая укращает дьявола. С другой стороны, о, видите, какое чудо. Здесь шестерка жезлов. Победа. Ну ладно. Какое чудо явит все-таки, да? Серафим и ведьма с алой розой, укращающая дьявола. Почему говорю какое чудо?
Потому что Серафим это уже чудо, а ведьма это знахарка. А вот это явление, четверка это завершенное явление, то, что уже видно. Ну, во-первых, это отсутствие страхов, вы перестанете бояться, а во-вторых, вы сможете быть более свободны и, возможно, вы сможете таки посадить под контроль или наладить контроль над человеком, который постоянно мечется, как птица раненая или как ворон вокруг вас. А возможно, вы просто смените этому партнеру крылья с черных на белые. И сможете дать ему возможность примерять себе белые крылья, которые придут на смену черным крыльям. Вас ждет все равно долгий период очищения и катарсиса, а вашего партнера еще дольший период. Ну, давайте посмотрим дух, что скажет, да, по этому поводу. Дух говорит о том, что весь расклад пропитан луною. А луна это ведьма, а луна это женщина. Поэтому он очень актуален для женщины. Ну а если смотрит его мужчина, то помните, что рядом с вами очень скоро окажется настоящая женщина. Если вы ее разозлите, то она превратится в настоящую ведьму и не пощадит вас. Ну а если внутри вас сохранится хоть одна капелька вашего единства, то тогда вы, возможно, воскреснете и родитесь заново под опекой и вниманием, знаниями и волшебством настоящей женщини, которую искали всю вашу жизнь. Світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. Допомагайте силам світла нищити сили темряви, які пруть на світ. Саме знаєте звідки. І тоді диявол, скоріш за все, загубить свої ключі від світу. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.